Онлайн-дейтинг. Как вам такое? Знакомство на работе, на улице, в барах, в транспорте уже не в моде. Мы же в будущем живем. Какие бары? Может, там еще и люди живые внутри? Фу, теперь, естественно, все онлайн. Кажется, это логично. Так удобно. Смотрим анкеты, ставим лайки. Взаимно? Поздравляю, вы знакомы. Звучит отлично, но людей много. А кто решает, кого вы увидите, а кто увидит вас? Хотелось бы верить в случайность, но нет. Рулит математика, а точнее алгоритм. Но программисты ведь умные. Значит, должно работать идеально? Должно. Но есть нюанс. Светозар. Начнем с того, что люди используют приложение по-разному. С мужской точки зрения, чем больше лайков мы поставим, тем больше вероятность, что с кем-то будет матч. Звучит логично. Стратегия надежная, как швейцарские часы. В это время с другой стороны. Почему так происходит? И что вообще происходит? Светозар. Начнем с ключевого факта. Во всех сервисах знакомств всегда больше мужчин, чем женщин. Примерно 70% мужчин и 30% женщин. Это соотношение существенно влияет на опыт использования приложения для обоих полов. Каждая анкета имеет свой рейтинг привлекательности, который основывается на количестве полученных лайков. Чем выше ваш рейтинг, тем чаще ваша анкета показывается другим пользователям. Однако в распределении этих лайков тоже есть особенность. А именно, 50% всех мужских лайков получают лишь 25% женщин. В то время как 50% всех женских лайков достается лишь 15% мужчин. И что это означает на практике? Для мужчин, если ваш рейтинг привлекательности ниже 60%, вероятность получить матч крайне мала. Зато мужчины с рейтингом от 80 до 100% получают большинство матчей. Для женщин распределение лайков более равномерное, хотя популярные анкеты все же получают больше внимания. Светозар. Эти особенности сервисов знакомств приводят к ряду искажений восприятия и взаимодействия пользователей. Во-первых, дисбаланс в соотношении полов 70/30 может создавать у женщин иллюзию бесконечного выбора и неоправданно завышать самооценку, потому что в реальной жизни соотношение другое, и это влияет на ожидания и принятие решений. Во-вторых, система рейтингов и распределение лайков приводит к тому, что самые популярные анкеты получают большинство внимания. Остальные пользователи могут чувствовать себя невостребованными, что вызывает разочарование и снижает мотивацию к поиску. И, наконец, сервисы используют эти особенности в своих интересах. Tinder и подобные приложения заинтересованы в том, чтобы вы проводили больше времени в приложении и приобретали платные функции. Чем дольше вы не находите пару, тем это выгоднее для них. Светозар. На первый взгляд, дейтинг-сервисы предлагают простой способ познакомиться. Оба пользователя готовы к общению, и есть удобный интерфейс для начала диалога. Но простота использования порождает новые сложности. Например, неготовность к нормальному общению. Часто собеседники не настроены на серьезный контакт. Девушки могут ожидать чего-то особенного, молчать, не воспринимать общение всерьез. Парни же иногда ведут себя слишком навязчиво или неприлично, что создает замкнутый круг недопонимания. Возникают неудачные ситуации, риски мошенничества, обманутые ожидания. Иллюзия бесконечного выбора искажает восприятие социума и своего места в нем. Если у вас есть опыт использования дейтинг-сервисов, поделитесь, пожалуйста, им в комментариях. Светозар. Почему же Tinder ничего с этим не делает? Потому что его основная цель не помочь найти вам пару, а увеличить свою прибыль. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Сервис заинтересован в том, чтобы вы проводили в приложении как можно больше времени, возвращались снова и снова и покупали платные опции, конечно. Если вы найдете пару и удалите приложение, это невыгодно для них. Таким образом, Tinder можно воспринимать как игру, основанную на быстром получении дофамина. Дофамин — это гормон, который отвечает за мотивацию и выделяется в огромных количествах, когда мы листаем профили и ставим лайки. И хотя некоторые действительно находят здесь пару, все-таки сервису выгодно, чтобы вы либо долго не находили ее, либо быстро возвращались обратно. Светозар. Итак, мы разобрали, как работают механики дейтинговых приложений и какие искажения они создают. Но что, если можно использовать эти алгоритмы себе на пользу? В следующем видео я расскажу, как взломать эти алгоритмы и повысить свои шансы на успешные знакомства. Там будет большое исследование на моем примере,
Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. И увидимся в следующей серии.